Здравствуйте, друзья! Настоящая история, выпуск 6. Былины и мифы разных народов часто могут рассказать об одинаковых процессах. Былина Волх Всеславьевич. Князь Волх с дружиной идет на Индию. У греков на Индию шел Дионис, он же Вакх. А у индусов схожим мифом является предание о приходе в Индию ариев с Индрой во главе. Забавно, что русский Волх, греческий Дионис и индийский Индра были оборотнями. Видимо, другие в Индию не отправлялись. В былине «Смерть Святогора» наш богатырь Святогор умирает той же смертью, что и египетский бог Осирис. Илья Муромец и Сокольник. Илья сражается со своим неузнанным сыном. У иранцев с неузнанным сыном сражается богатырь Рустам, а у греков Одиссей с сыном Телегоном. Об истории доставки громкамня в Петербург. Писали, чтобы было достать камень, вокруг него выкопали яму, которую позднее затопило водой, и она превратилась в пруд. Но там есть система каналов, которые его питают и поддерживают уровень воды. Размер же пруда в половину футбольного поля наводит на мысли, что работникам было нечем заняться, кроме как окапываться вокруг камня. При этом на маршруте, по которому камень тащили по суше, вообще нет следов ландшафтных работ. По горам и по оврагам тащили объект в 1500 тонн и не додумались теми же лопатами, что рыли яму, выбрать небольшой проход. О присоединении Тюмени. Нашли текст из книги голландского картографа Николаса Вицена. Ермак с отрядом пошел далее и пришел к городу Тюмени, который они также заняли. Оттуда они пошли по реке Тобол до города Тобола, который тоже заняли довольно легко. Поход этот состоялся в 1581-1585 годах, и Тюмень описана среди первых городов, занятых Ермаком. Но по традиционной истории Тюмень основали только в 1586 году, то есть через год после окончания похода, хотя по записям этот город уже стоял. Почему нет ни единого документа или упоминания о рождении Петра I? Официальное объявление о рождении наследника, манифест, записи в личных дневниках придворных или в письмах – ничего, даже место рождения неизвестно. Это удивило Забелина, а также Богословского. О месте его рождения, не обозначенном точно, в официальных известиях существовали разные предания. О времени, точнее о часе рождения Петра, также есть разногласия. Даже рождение детей у крестьян и крепостных четко фиксировалось в церковных метрических книгах, а про царевича Петра ни одного. Почему важно раскапывать Кремли? По традиции Кремли строились с высокими стенами для обороны, так почему сегодня эту преграду легко можно преодолеть с помощью обычной лестницы? Любой Кремль нужно сначала раскопать, чтобы увидеть то, что он представлял во времена предков. Московский Кремль, Псковский собор, Тульский и Нижегородский Кремли засыпаны метрами грунта. При раскопках вскрываются подземные части стен, выезды, арки, лазы и тайники. В Нагорьях Западной Боливии нашли тысячи высеченных линий. Их ширина 1,3 метра, а длина достигает до 20 километров. Приблизительная линейная длина около 16 тысяч километров. Вывод спецов из Пенсильванского университета. Многие линии простираются на 10-20 километров. Все сохраняют замечательную прямолинейность, несмотря на пересеченную топографию и естественные препятствия. Само количество и длину этих линий часто трудно увидеть с уровня земли, но с воздуха или с вершины холма они ошеломляют. Как возможно расчертить прямую дорогу на 20 километров и ни разу не отклониться от курса, если с Земли эти линии просто не видны? Интересные факты о Луне. Луна – самый близкий к нашей планете космический объект, о котором человечество собрало тысячи данных. Почти все лунные кратеры круглые, то есть астероиды падали на поверхность под прямым углом, что невозможно хотя бы из-за разных точек прилета астероидов. Луна в полнолуние отражает свет всей поверхностью диска, но по законам оптики по краям диска должна быть тусклой и еле видимой. Луна нарушает закон оптики, при котором угол падения равен углу отражения. Действительно ли существовали странные индейцы с белой кожей, светлыми или рыжими волосами и бородой? Известный путешественник Фоссет изучал дебри Амазонки в начале 20 века и описал в путевых заметках, как на его группу напали высокие, красивые, хорошо сложенные дикари.
У них была чистая белая кожа, рыжие волосы и голубые глаза. Это нетипично для перуанских пустынь и амазонских тропиков. В дневнике Колумба от 14.10.1492 года есть запись о том, что местные жители позволяют белым ходить где вздумается, отдают все, что им скажут, и обращаются с прибывшими как с божествами. Целуют руки и просят взять их с собой на небеса, к звездным богам. Многочисленные свидетельства испанских историков, путешественников, легенды и предания американских племен действительно говорят о существовании странных индейцев. Как создавалась античная история? Все древние свидетельства об извержении Везувия в 79 году идут от письма древнеримского историка Плиния-младшего древнеримскому историку Тациту, которые появились только в эпоху Возрождения. Конкретно письма Плиния-младшего в полной комплектности впервые опубликованы в 1502 году. Совпадение? Тогда добавим, что кроме писем Плиния в это же время всплыла практически вся античная литература, источник фактов античной истории. Именно этот период и следует признать временем создания античной истории. До 19 века люди верили, что Библия описывает реальную историю человечества от сотворения мира. Развитие науки быстро начало опровергать ключевые моменты. Астрономия доказала, что Солнце не движется по земному небосводу. Биология доказала научность эволюционного процесса. Геология отвергла создание Земли за 6 дней. Палеонтология показала, что до нас жили динозавры. Самый мощный удар по достоверности библейских сюжетов нанесла археология. Как древние народы применяли звуковое оружие? Трубы Тутанхамона были найдены в 1922 году. По словам куратора коллекции Тутанхамона в Египетском музее, всякий раз, когда кто-то дует в них, происходит война. Сказка ложь, да в ней намек. Инфразвуковые колебания могут воздействовать на ЦНС, пищеварительные органы, вызывая паралич, рвоту и спазмы, приводить к общему недомоганию и болевым ощущениям во внутренних органах, а при более низких уровнях на частотах в единицы Гц к головокружению, тошноте, потере сознания, галлюцинациям, чувствам паники или истерии, а иногда к слепоте и даже смерти. Использовала ли цивилизация майя колеса? Долгое время научный мир был уверен, майя никогда не знали колеса. В итоге решили, что колесо майя знали, но не использовали. На заброшенной свалке Тикаля находили половину колеса со ступицей, в копане выработанные из камня зубчатые колеса. В антропологическом музее Мехико детские игрушки и другие предметы и детали, снабженные колесами. Какова вероятность, что, догадавшись поставить детские игрушки на колеса, одна из самых развитых цивилизаций не догадалась повторить это в увеличенном масштабе? О битве под Ватерлоо. Команда профессора Полларда изучает битву при Ватерлоо. В битве погибло около 90 тысяч человек. В 2015 году на месте битвы нашли всего один человеческий скелет. В 2019 году при раскопках главного полевого госпиталя команда обнаружила кости одной ампутированной человеческой ноги. В музее в Ватерлоо находился один скелет неопределенного происхождения. Куда пропали кости? Огромный ущерб для истории против бесплатного удобрения из костной муки, которое активно используется в сельском хозяйстве бизнесменами. Выбор очевиден. Пирамиды брат и сестра в Приморье. На фото 1931 года пирамиды брат и сестра в Приморье. Их называли сопками и считали природными образованиями, не имеющими ценности. Поэтому пирамиду брат взорвали под предлогом добычи известняка для строительства порта. Для чего нужно было взрывать гору, чтобы везти потом известняк на паромах, если рядом с портом уже велась активная добыча? Может, пытались уничтожить следы пирамиды? В 2011 году экспедиция обнаружила фрагменты древнего бетона с застывшими в нем кусочками древесины. Кроме того, нашли и подземный ход, ведущий в пирамиду. Кто такие мамилюки? Мамилюки были хозяевами Египта до 1811 года, пока их не уничтожили. В современной истории это вывезенные с Кавказа рабы, захватившие власть, мусульмане. Однако немец Баумгартнер в своем труде «Путешествие в Египет, Аравию, Палестину и Сирию» 1594 года описал нацию как христиан и описал процесс, как мамилюки крестят новорожденных.
По описаниям путешественников и авторов XVIII века, внешность у мамилюков была вполне европейской: рыжая борода, блондинистые волосы. В соболенных шубах ходили только русские цари, бояре и мамилюки. Почему современные историки считают, что мамилюки произошли от кавказцев? В Сахаре была вода. На древних картах Сахары показаны полноводные реки и несуществующие ныне озера. Особенно интересна река Кенипс. Космическая съемка подтверждает существование сухого гигантского русла. Получается, что за 4 века пригодный для жизни континент превратился в безжизненную пустыню, разрастающуюся с каждым годом. Изменение климата – дело рук человека, или вода уходит с континента. Хотя это далеко не единственный пример, когда мы теряем земли. Исаакиевский собор построили раньше 1858 года. В альбоме Монферрана, посвященному установке Александрийской колонны, есть картина, посвященная параду в честь открытия колонны. Указана даже конкретная дата – 30 августа 1834 года. А на заднем плане слева от колонны виден главный собор Петербурга с куполом и колокольнями. Правда, по официальным данным, в то время у собора не то что купола не было, он вряд ли мог быть даже заложенным, неувязочка вышла. Почему эксперименты Николы Теслы были запрещены? Финансовый магнат Морган прекратил финансирование экспериментов Николы Теслы, когда тот подошел к беспроводной передаче энергии и извлечению энергии из мирового эфира. Это значило, что больше не нужна нефть, дрова, уголь, газ, дорогостоящие гидро- и электростанции. Один приемник способен бесконечно создавать энергию фактически из воздуха. После этого открытия Тесле не оказывал финансовой помощи никто. Секретный элемент, открытый химиком Менделеевым. Менделеев в 1906 году в своих трудах писал: «Задачу тяготения и задачи всей энергетики нельзя представить реально решенными без реального понимания эфира, как мировой среды, передающей энергию на расстояние». После смерти ученого эфир вырезали из всех его таблиц. Сегодня мы радуемся беспроводной зарядке телефона, но еще 100 лет назад способы передачи энергии по воздуху через эфир заявили самые знаменитые ученые. Почему все важные открытия вырезают из книг, документы изымают, а ученые внезапно умирают? Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.